Добрый день, друзья! Наша воскресная рубрика «Вопрос в копилку». Галина Че спрашивает, как поживает орхидея Arx Ray, который был реанимирован год назад. Вот это наш маленький Arx Ray. Почему маленький? Потому что после реанимации он растит небольшие листики. Сказать, что он капризен, я не могу, но растет очень долго. Я не применяю к нему никаких гормонов и стимуляторов. Я поливаю только удобрениями. Вот этот листик, который он засушивает, он сушит его уже в течение 2 месяцев. Это тот единственный лист, который остался от старого Arx Ray. Видите, он больше всех остальных. А сейчас он растит и корешки, и маленький новый листик. Просто все это происходит очень долго. После реанимации орхидея должна прийти в себя и начать свою взрослую жизнь. А сейчас он у нас пока подросток. Но корней он нарастил много, поэтому думаю, что, наверное, на следующий год он зацветет. Сейчас пока я считаю его подростком в размере 2,5. Но не все так плохо. Растет. Елена Юнгер. Пробовали вы использовать подкормку из кофе или чая? Или же витамин С с цинком? Нет, витамин С с цинком я никогда не использовала. А то, что касается кофе и чая, да, в свои молодые годы я использовала и кофе, и чай, но только для тех растений, которые растут в грунте, то есть в земле. Но по моим наблюдениям, вот чай – это оставшаяся заварка. Можно использовать только листовой чай, не для орхидей. Нет, я сейчас не говорю об орхидеях, о наших. Именно листики чая, а не тот мусор, который в пакетиках. Там вообще ничего не остается от этого чая. Вот листовой чай, но даже сейчас есть у меня хвои, которые растут в земляном грунте. Я не использую там этого ничего, потому что смешивая землю с чаинками, бывает такое, что чаинки начинают покрываться белой плесенью. Если я их положила просто сверху и высушила, так зачем эта подкормка? А если я их смешала, и они начинают там плесневеть, мне это совершенно не нравится. Потом нужно проливать каким-то средством, чтобы убрать эту плесень. А то, что касается кофе, что вы имеете в виду? Тот кофе, который мы натуральный заварили, зерна, и вот остался этот перемолотый кофе после заварки. Или в турке, или в кофемашине, но у кого как. Его очень хорошо использовать как скраб для рук. Это просто замечательно. Вот если вы потрете вот этим кофе свои руки, обратите внимание, какие они становятся жирные. То есть там остается масло кофейное, вот это кофе-масло, как его называют еще. И если такое кофе положить в наши орхидеи, вы представляете, какая масляная пленка может получиться на корнях. Но если вы просто заварили кофе и полили кофе, я даже не знаю, попробуйте. Но это, знаете, как поливать орхидеи, пробовать поливать орхидеи вином, чаем, я не знаю, еще чем-то можно придумать, поливать. Но я не экспериментирую так. Если вам хочется поэкспериментировать, и действительно вы живете в Испании, и у вас нет никаких удобрений, попробуйте на одной орхидее. Сделайте из этого выводы. Очень жалко, если ничего не получится. А вообще и в Испании можно купить. Прекрасное удобрение. Евросоюз, у вас все можно заказать в интернет-магазинах. Если хотите, дадим ссылки. Потому что в Германии, по-моему, в Италии есть чудесные интернет-магазины, которые продают прекрасные удобрения. Даже можно найти Максим. А уж Привикур всегда можно найти. Поэтому я для орхидей таких подкормок
не делаю. Лидия Кузнецова и Светлана Воллерт спрашивают про дикого кота. Ну, во-первых, чем отличается дикий кот, например, азиатский, от голландского. Вы знаете, у меня голландский кот, у меня нет азиатского. И я не могу вот так поставить два кота и сказать вам, какие у них отличия. Ну так получилось. Но дикий кот отличается долгим цветением. Выпускает цветоносы, потом очень долго доращивает цветоносы. В тот момент, когда кот цветет, мы его не удобряем. А цветочки-то срезать всегда жалко. Я не пожалела цветочков и срезала 2 цветоноса у дикого кота. Потому что он действительно, когда очень долго цветет, и корни у него распуклены, и листик он растет, это все мельчает. Ему действительно нужна подкормка. Если вы 1,5 года его не пересаживали, не пожалейте. Кот хорошо очень цветет. Если вы его будете правильно поливать, не заливать, пожертвуйте цветами, пересадите, поливайте с удобрением для того, чтобы он начал хорошо расти. Тем более лет, по-моему, 8 или 9 назад кот был выведен специально для бурного, буйного, красивого цветения. И он будет цвести, у него в генах это заложено, он будет цвести, цвести и цвести. Лучше 1 раз пожертвовать цветами, нарастить листья, он обязательно зацветет, он очень хороший цветун. Светлана Панкратова спрашивает, как вы относитесь к посадке орхидей в кокосовую скорлупу? Да замечательно я отношусь к этому. И видела очень много роликов на ютубе, когда там, где растут кокосы, прекрасно сажают орхидеи в кокосовую скорлупу. Но у нас нет кокосов. То есть я должна пойти в магазин, у нас продают очень маленькие. Знаете, такие бывают кокосы вот такого размера. А у нас вот такие кокосики. Ну, чуть больше, наверное, или чуть меньше страусиного яйца. То есть посадить в такой кокос, даже если я его найду у нас и правильно его на 2 половинки разделю, то посадить в него я смогу только мини-орхидею. Видела, что просверливают дырочки, делают из них подвесные кашпо, очень красиво смотрится. И котлеи там прекрасно живут, и фаленопсисы. Так что если у вас есть такая возможность, конечно, сделайте это, будет очень красиво. Нина Кочетова спрашивает, а что происходит с корнями орхидеи в естественной природе, куда исчезают старые листья? Куда исчезают старые листья? Они желтеют, отмирают, отпадают. А старые корни, постараюсь поставить здесь картинку, есть, я недавно рассказывала, просто большой рассказ был о том, как живут орхидеи в природе. Там была одна очень интересная картинка. Орхидея на дереве, и у нее корни старые, а сверху растут новые. А корни старые, как прикрепились к дереву, они уже черные. Но они все равно, они не вросли, но они прикрепились к дереву и остаются. Умирают старые корни, остаются на дереве. Растут новые корни. В природе все так. Отмирают листья, начинают расти новые листья. Постараюсь оставить ссылочку на вот это видео, где я рассказывала именно, как растут орхидеи в природе, что с ними происходит и кто их там удобряет. Леся Покачаева и Ирина Ефимова просят снять видео о наших питомцах, откуда они у нас появились, сколько им лет, как их зовут. Они все время мешаются. Вот вы слышите, что они там в соседней комнате разговаривают друг с другом. Если вам интересно, действительно, то не 2, а большему количеству моих подписчиков, напишите мне ссылочку. Да, интересно про животных. Я прямо небольшое сниму видео, потому что истории у них интересные. Все... Кроме собаки у нас коты, мы их спасли, поэтому истории эти интересные. С одной стороны грустные, с другой стороны все-таки им повезло, я надеюсь. Сниму маленькое видео, расскажу. Тамара Кислякова. После пересадки отцветшей и растущей с корнями орхидеи и листочками мы орхидеи не даем отдохнуть, а сразу ее удобряем с большим содержанием азота.
Так ли это? Тамара, вы совершенно правы. У фаленопсисов нет периода покоя. Когда она цвела, она сразу пускается в рост. Она растет корни, растет листья. И как раз в этот период нужно удобрять ее с большим количеством азота или равноценным удобрением. Любой фирмы, любой марки, какое найдете. Не обязательно это удобрение должно быть именно для орхидей. Это может быть просто равноценное удобрение. Фаленопсисы или цветут, или у них период вегетации. Это не котлеи, это не цимбидиумы, у которых явно выраженный период покоя. Поэтому после цветения мы сразу начинаем их удобрять. Рич, ну ты уже достал Юлечку. Юляш, он хочет играться, а ты не хочешь. Рич, не приставай к коту, пожалуйста. Вы оба мешаете. Цокаете. Очень громко. Юль, идите в ту комнату все. Наталья Горбачева. Поливаете ли вы для профилактики свои орхидеи от грибковых и бактериальных инфекций? Я не поливаю для профилактики. Если нет заболевания, зачем делать какую-то профилактику, тем более от грибковых заболеваний. Вот я же, например, если не болею, я же не пью антибиотик. Я его, честно говоря, вообще не пью. Но если нет заболевания, зачем что-то применять? На всякий случай, на наш русский авось. Вот если действительно вы что-то видите на орхидее, не знаю, какую-то гниль, тогда действительно, тогда оправдано применение каких-то лечебных препаратов. А насыпать триходерму или там споробактерин, добавить каких-то бактерий, каким-то непонятным бактериям, я не вижу в этом смысла. У меня орхидеи поливаются в нормальном, хорошем, здоровом состоянии, поливаются только удобрениями. Вот даже если бы я сейчас заранее полила бы, например, золотого Будду чем-нибудь, я не уверена, что я бы его спасла. Про золотого Будду пока не буду вам ничего показывать, но он в очень пограничном состоянии. И предотвратить это загнивание никакими препаратами было бы невозможно. А в других случаях от каких-то грибковых заболеваний, так я их просто высушиваю хорошо, поливаю, а потом даю корням очень хорошо просохнуть. Поэтому у моих орхидей нет грибковых заболеваний. А я вам показывала, когда при разборе одной из орхидей, это был у нас дендрофаленопсис, споры грибка распространились на большое количество орхидей, да, тогда я их просто пролечила. Пролечила, все прошло, все листики начали растить уже хорошие, но заранее что-то сделать, не зная, будет ли не будет, а во-вторых, чем это сделать, от какого заболевания. Потому что на свете столько грибков, которые могут осесть на листья нашей орхидеи, их просто великое множество, как, впрочем, и средств, которые можно с ними бороться. Поэтому чем и как нужно знать, от чего лечить орхидею, для того, чтобы что-то конкретное применять. Лидия Алеева и Татьяна Сербул, наверное, задают вопросы. Можно ли после покупки, например, обработать орхидею карамайтом и сразу ее поставить в коллекцию или держать на карантине? Если вы обработаете карамайтом, этот препарат от клещей. А если у вас на орхидее где-то в пазухе есть мучнистый червец, карамайтом вы от мучнистого червеца не избавитесь. Поэтому мы и ставим орхидею на карантин для того, чтобы понять, есть у нее трипсы, мучнистые червецы, щитовки. Но они все убираются разными средствами. Для этого мы сразу протираем листики,
Но у нас это звучит как зеленое мыло, в Европе это звучит как калийное мыло для цветов. А через месяц нам становится понятно. Я один раз увидела мучнистого червеца, продержала орхидею на карантине, но увидела его через 1,5 месяца. Поэтому карантин нужен, можете опрыскать карамайтом, но это вас не спасет от других вредителей. А второй вопрос. Получила санмайт, хочу обработать свои орхидеи. Можно ли опрыскивать цветы? И когда лучше обработать, утром или вечером? Если вы обрабатываете от клещей, то все равно в какое время опрыскивать. Если вы опрыскиваете цветы, показываю вам на каменной розе на своей, вот с этой стороны цветы не брызгаем, не опрыскиваем никогда. Потому что попадете в точку, и орхидея подумает, что ее опылили, и моментально сбросит цветы. Только с обратной стороны, только здесь. Можно, конечно. Иногда даже бывает нужно, потому что мучнистый червец, мы его не опрыскиваем, но он так любит сидеть вот в этих сзади, вот в этих промежутках между лепестками, ну просто обожает вот эти вот, наверное, очень сладкие для мучнистого червеца тонкие сладкие места. Марина Исупа спрашивает, могут ли замереть в чехлах бутоны? Наверное, это касается котлей. Да, могут замереть. Могут вообще не распуститься. У меня есть котлея, я про нее рассказывала, что она всегда, вот что бы я с ней ни делала, выпускает, я вижу в чехле бутон, и она начинает засушивать сам чехол. Мне приходится вот так разбирать чехол. Она еще потом думает какое-то время и или продолжает растить эти бутоны, или все равно засушивает. Ну, вот такая котлея. Котлеи тоже все разные. А еще 3 сорта котлей. Нет, моментально выпустили чехлы, сразу там идут бутоны. Где-то через месяц начинается цветение. Ну, примерно месяц им нужно для формирования этих бутонов. Жанна Сернова спрашивает, как осуществить полив такого большого количества орхидей? Как сделать профилактику от болезней вредителей? Как подкормку? Какая цель такой большой коллекции? Сколько я трачу время на их обслуживание? Когда сказать стоп приобретения следующих? И логика коллекционера, почему он собирает те или иные цветы, это, наверное, очень большой вопрос. И сказать, чтобы я собираю какую-то конкретную коллекцию, вот, например, собираю одних бабочек или собираю одни биглипы. Нет, у меня нет такой цели. Я покупаю те цветы, которые мне нравятся именно своим цветением. Сколько я трачу времени? Много, наверное, трачу. Но я пенсионер, поэтому уделяю своим цветам каждый день примерно 2-3 часа. Да, я делаю плановые подкормки обязательно. Раз в 2 недели я поливаю с удобрением цветы, но это те, которые не цветут. Обязательно делаю профилактику от вредителей. Но это все растянуто по времени. Например, я беру 2 полки в одной комнате и делаю профилактику от вредителей. На следующий день другие 2 полки. И вот так потихоньку все это. Ну, как вы ходите на работу, так я ухаживаю за своими орхидеями. Есть же еще семья, где надо убирать, стирать, готовить и все остальное. Поэтому с утра до вечера с бубном я не хожу около своих орхидей. Когда может остановиться коллекционер? Вы знаете, среди архаманов есть такое выражение. Это не болезнь, это диагноз. Наверное, никогда, потому что все время садовники предлагают новые интересные сорта. Все это хочется, наверное, может остановить только нехватка финансов. Или нехватка места, когда невозможно уже
ни одну орхидею принести в дом и поставить ее так, чтобы на нее можно было любоваться. Но здесь есть варианты. Можно кому-то подарить из своих подруг, знакомых орхидею. Меня часто просят орхидеи мои друзья, поэтому подарила, значит, есть место для новой орхидеи. Орхидеи я не продаю. Могу подарить. Какова цель коллекции? Я просто очень люблю цветы. И у меня в доме не только орхидеи, а есть еще и хвои. Правда, хвой маленькая, коллекция, даже коллекция это назвать невозможно, всего 5 или 6 сортов. С котами невозможно держать хвои. Они их просто могут сгрызть. Ну, все, что не касается фаленопсисов, они очень любят погрызть эти цветы. Поэтому они все висят в недоступности для котов. А таких мест очень мало в квартире. Когда у меня будет следующая профилактическая обработка от вредителей, я обязательно покажу этот процесс. Он не очень интересен ни для съемки, ни для показа, но, по крайней мере, там будет понятно, что и зачем я делаю. Может быть, кому-то действительно это пригодится. Я обязательно покажу это. Нина Круглова спрашивает, у орхидеи в горшке зеленые корни все покрылись белым налетом. Думаю, что это плесень из-за влажности. Какой вид плесени это может быть? По словам я не могу определить. Видов плесени очень большое количество. Но то, что скорее всего, что это плесневый гриб, это грибок, вернее, это какой-то из видов. Бывает же зеленая, голубая, серая. Разобрать корни и пролить триходермы. Триходерма это тоже гриб. Вы один гриб попытаетесь убить другим. То есть триходерма как бы должна его съесть. А если эта триходерма не питается этим грибом и не уберет его, я бы пролила Максимом. Просто пролила или замочила, высушила бы для начала горшок. Вся плесень всегда идет от влажности. Чем влажнее, чем спрессованней грунт, вот появляется эта плесень, можно пролить Максимом. Но есть еще другой вариант. У голландских орхидей, у них очень часто в горшке появляются такие как белые плесневелые пятна. У меня, к сожалению, нет, потому что я действительно все высушила уже давно это. И никаких там новых не появляется. Но это может быть и микориза, специальный симбиоз орхидеи, корней орхидеи с как грибницей. И она, как грибница, дает такой белый налет. Вот здесь понаблюдайте за своей орхидеей. Если не мешает жизни орхидеи этот белый налет, может быть, он и полезен. А вот если начинают угнетаться корни, тогда нужно пролить. Можно пролить Максимом, он очень хорошо справляется с плесневой, со всей плесенью. Можно привикуром. Оставлю ссылочку на видео «Грибы-убийцы». Посмотрите, может быть, у вас что-то похожее. Ольга Губина спрашивает, как оставить орхидеи без полива на 2 недели, если они находятся в купленных горшках с торфяными стаканами. Оль, очень спокойно уезжайте, перед отъездом проливайте, как у меня в поддончиках стоят орхидеи, там у меня поддончики 1,5 сантиметра. Оставляете в поддончике 1,5 сантиметра водички, не больше ни в коем случае. За 2 недели, как бы у вас там жарко не было, или наоборот не жарко, орхидеи прекрасно высохнут, дождутся вас, а то еще и корни начнут растить. Я в прошлом году покупала, после 8 марта, не в это 8 марта, а в прошлом году, покупала орхидеи, 3 орхидеи. Они простояли в сухом состоянии в магазине 2 месяца. Просто потом, когда приезжаете, но вам это не понадобится даже. Когда 2 месяца корни засушенные, тогда их нужно аккуратно, потихоньку отпаивать. А за 2 недели ничего страшного с вашими орхидеями и с торфяными стаканами, и с этим грунтом не произойдет. Они просто хорошо очень высохнут. Вы приедете, польете и удивитесь, что они что-то в это время начали расти. То ли корни, то ли листики.
Вот вы увидите, что за 2 недели с орхидеями с вашими ничего не случится. Если бы вы уезжали на месяц, тогда нужно было бы кого-нибудь попросить хотя бы через дней 15-20 один раз полить ваши орхидеи. Отдыхайте спокойно. Я зачитываю вопрос, не буду говорить, кто его задавал. Здравствуйте, Елена, еще один вопрос. Я новичок, у меня 5 орхидей, у одной орхидеи, вот читаю дословно, и у одной, как вы говорили, есть черные и зеленые пятна, чем ее полить, у нее ростки, корни, она растит, лист чувствует себя хорошо, заранее спасибо. Вот задавая такой вопрос, черные и зеленые пятна, уточняйте, пожалуйста, где эти пятна? На листьях, на корнях, потому что ответ на этот вопрос может быть разным. Кто себя узнал в этом вопросе, пожалуйста, уточните мне этот вопрос. Потому что вот с одной стороны я понимаю, что она растит корни, растит листик, чувствует себя хорошо. Ну прекрасно, дождитесь тогда хороших растущих корней и пересадите ее. А вот если эти черные пятна на корнях, то в этом нет ничего страшного. Если эти черные пятна на листьях, то это надо лечить. Вот уточните мне, пожалуйста, то, что вы написали. Очень жалко, что нет запятых. Мне приходится очень долго понимать, где поставить запятую, чтобы понять сам вопрос. Наталья Малярова. Подскажите, почему у меня у орхидеи лопаются листья в середине и кончики раздваиваются? Вот здесь мне тоже пришлось уточнять, чем вы стимулируете, как вы удобряете, где находятся орхидеи, жарко, поливаете в жару или нет. И когда я задаю такой уточняющий вопрос, вот здесь мне становится уже все понятно, потому что человек отвечает мне более подробно. У нас лето холодное, солнца нет. И последняя строчка. Они у меня стоят на мокрых пятках. Если у вас нет солнца, если лето холодное, никаких мокрых пяток у орхидей быть не может. У вас хорошо, что еще корни не гниют. Вот это очень хорошо, что не гниют корни, я надеюсь. А вот листья от чрезмерной влаги у вас и лопаются. Вот здесь сразу все становится понятно. А если они у вас еще и в органическом грунте, то есть в коре, то мокрые пятки здесь даже противопоказаны. Мокрые пятки могут быть только в неорганическом грунте. Керамзит, пеностекло, какие-то еще добавки. И только в состоянии, когда вы уезжаете на 3 недели, когда у вас некому полить орхидеи. А когда вы дома находитесь и можете смотреть за своими, наблюдать за своими орхидеями, ну какие мокрые пятки, зачем они вам нужны? Вот от этого у вас все с листиками и происходит. Татьяна Юровских является подписчиком уже 4 месяца. И 2 месяца наш спонсор. Огромное вам спасибо, что поддерживаете наш YouTube-канал. Вопрос в копилку. Через какое время можно применять корневую или внекорневую подкормку после обработки фундазолом? Фундазол – серьезный фунгицид. И действительно, как вы и пишете, что его можно применять только через 6-12 месяцев. Я применяла через 4 месяца. Нормально орхидеи реагируют на подкормку через 4 месяца. Только ни в коем случае нельзя применять аминокислоты и янтарин, потому что они дают рост всяким патогенным бактериям. Не только бактериям, там, и микроорганизмам, и бог знает чему. Поэтому, как вы пишете, витамины В плюс янтарин ни в коем случае. Вот янтарин-то может опять спровоцировать фузариоз. Поэтому обыкновенное удобрение, если вы говорите, что она уже пересажена, просто любое удобрение. И читайте внимательно на удобрениях, потому что сейчас производители очень часто добавляют янтарную кислоту, а для вашей орхидеи это просто противопоказано. Витаминами я бы не стала опрыскивать. Во-первых, это нужно делать поздно вечером, витамины очень быстро разлагаются на свету.
год назад я попробовала реанимашку вот такую, просто брызнуть витаминами. И вы знаете, она у меня моментально пропала. Такое тоже бывает. Поэтому для меня лучше удобрений ничего нет. Безопасней. Не лучше, а безопасней. Сейчас покажу вам, где я применяла фундазол. Ну, я несколько раз уже показывала эту орхидею. Ей после применения где-то 1,5 года. Я ее даже не вынимала, не ставила на наращивание корней. Там осталось 2 листа. Скоро будем... Очень мне хочется ее пересадить, только горшок чуть побольше. Сейчас принесу и покажу вам ее. Вот она, моя любимая орхидея после фузариоза. Это Golden Beauty. Даже здесь видно обработку фундазолом. Этот фундазол так и остался. То есть у нее нет точки роста, а это от нее идут 2 детки. Я ее не стимулировала ни янтарином, ничем. Вот эти пятнышки на листьях, это от обработки от вредителей. Как я говорю, плановые. Вот 2 детки на этой маме. Ничего, кроме удобрений, к ней никогда не применялось. За 1,5 года вот одно почти взрослое растение, надеюсь, что зацветет. Вторая детка чуть поменьше. Хорошо растущие корни. Надо подобрать горшок побольше, вместе их пересадить, убрать маму и ждать цветения. Поэтому через 4 месяца можете смело начинать удобрять орхидею. На сегодня все. Жду ваших новых вопросов. До новых встреч. Увидимся на канале.